Здравствуйте, с вами Субботина Елена. Всем счастья, добра, здоровья. Я шила костюм из футера. Замечательный костюм, куртка. Но случилась такая беда. Замок сломался. Качество замков, которые сейчас продаются, зачастую оставляет желать лучшего. Поэтому встал вопрос о том, чтобы заменить замок. И сегодня я хочу вам показать, как правильно вшивать замок в трикотажные изделия. Способ первый. Неудачный. Прикалываем. Можно его расстегнуть. Прикладываем здесь. Уравниваем снизу. Теперь молнию с другой стороны. Я буду перешивать ее. Просто хочу показать, что получится. Получилась вот такая картина. Если посмотреть внимательно, видите, фалдит. Вот он. Потому что во время того, когда мы пришиваем, тем более, это первый момент, вот здесь фалды. Не будет красиво смотреться, потому что здесь пузырится все. Это, во-первых. Во-вторых, я прикалывала, все видели, но во время шитья таким способом кончики не сошлись. И это будет всегда. Поэтому сейчас мы выпарываем этот замок и вшиваем так, как надо. Кстати, лайфхак. Чтобы замки хорошо открывались, их надо просто потереть свечкой. Он будет открываться значительно легче. Все произошло потому, что трикотаж имеет вот такую особенность. Он тянется. Поэтому нам надо сделать так, чтобы эта ткань при работе не вытягивалась. Поэтому мы ее просто проклеим клеющим материалом. Из клеющего материала я вырезала полосочку необходимой длины. Теперь сюда ее прикладываю, зафиксирую, чтобы в процессе работы ничего не произошло. Клеевой стороной вниз, это может быть серпянка, это может быть вот здесь вот нетканый материал. И сейчас утюгом мы просто приклеим эту полоску с одной стороны и с другой.
Проверяем. Вот у нас замок здесь заканчивается. Как раз вот совмещаем их вместе. Низ, вверх у нас по длине совпали. Теперь будем делать, поставим несколько меток. Теперь мы берем замок, изнанка кверху, кладем и на замке тоже ставим эти метки. Теперь можно замок раскрыть. Соединяем метки. Прикалываем. Точно так же, вот у нас здесь меточки, соединяем. Теперь можно замок пристрачивать. Давайте посмотрим, что получилось. Так, метки все совпали. Замочек лежит ровно. Нигде не фалдит. Ровненько. Вот здесь вот. Края сошлись. Вот таким вот образом надо вшивать замок. Ну, сейчас я подошью это все. Это к данной теме не относится.
А в следующем видео вы увидите, как сделать из старых джинсов замечательную сумку.